Так, вот нашел магазин Фикс Прайс. Пойду зайду посмотрю, что там у них. Вот, кстати, крышки есть жестяные с резиночкой. Стоят вот 9,80. Есть вот такие крышки пластиковые для банок. Сколько стоит, не знаю. Вон тут цены. Скорее всего, вот 6,10. Есть детские игрушки. Такие машинки. Ну, на ощупь. Ну, такие. Нормально, в общем. Ну, не одноразовые. Вот тут еще набор целый есть. О, как. Вот тут разброс. Вот такая есть. Цена 300 рублей. Боевая машина. А есть еще вот такая машинка. Называется средняя Шкода. Вот так-то. Кто производство-то ее? Санкт-Петербург. Игрушка пластмасса сделана в России. Слушайте, ну, кстати, блин, ну пластик такой, ну, крепкий, вы видите? Прям еле, как сильно жмут и еле прожимается. Самолетики какие-то. Вот тут целый набор с кораблями. Ну, цены, ну, я, честно говоря, не очень понимаю, что тут цены, разброс. Но я думаю, там в районе 300 рублей не так уж и дорого для таких игрушечек. Кстати, несколько лет назад пользовался вот таким мылом. Вот этот факс одиночный, как бы. Потом вот эти вот факс. Вот фреш тоже. Слушайте, ну смыливаются они прям моментально. Кто здесь производство? Честно говоря, не вижу. А, вот тут, наверное, Египет, что ли, что-то. Ну, в общем, можно прочитать. Я вообще не вижу, честно говоря, кто производитель. Но мыло прикольное, интересное, но очень смыливается прям. Вот оно, факс. 60 рублей, это одиночный, а вот 100 рублей 4 штуки. Ну, кстати, школа уже началась, но все равно тут можно найти всякие канцелярские наборы. Вот эти очень, кстати, интересные штуки. Карандаши. Это для девочек больше. Что это? 10 штук. Химки делают. О, вот так вот. Ручки. 5 штук. Кто делает? Вот, ЗАО Союз, Санкт-Петербург. Так. Хранить при температуре аж +5, +30. Чернила, что-то полистирол. Ну, это наши ручки. Фломастеры, ручки. Ну, прям под Бик. Я думал, это Бик прям. А нет, это тоже Союз. Вот как. Вот тоже на Бик, да, похоже? Это не Бик случайно? Нет. Это Химки те же самые. Тоже прям Бик похоже, да? Нет, это Стам какой-то. Вот так вот. А цены, ну вот. 60 рублей, 80. Ну, в общем, цены приемлемые. Тоже на Бик похоже. 12 штук. Угу, Химки. Россия. А тут я подошел к хозтоварам. Вот скотч. Ну, скотч как скотч обычный. Не знаю. Цена у него как адекватная, здесь нет. Потому что сейчас смотрю, что в Фикс Прайсе и в других магазинах цены реально вообще тут можно тут дороже, чем в других магазинах.
Так, ну вот здесь точильный камень, им не пользовался. Ничего не могу сказать. Вот всякими инструментами. Типа отверток. Вот этот пистолет клеющий пользовался. Но он такой, ну, не одноразовый, но надолго. Ну, лично мне его тогда не хватило. Что-то с машины ковырялся, он сломался там через пару дней. То ли я его перегрел, то ли еще что-то. Вот. А так вот отвертками всякими, ключами гаечными пользовался. Ну, в принципе, инструмент нормальный. Но недолговечный, и им надо на самом деле аккуратно пользоваться. Ну, как вот можно пользоваться вот такими вот отвертками, которые требуют грубую мужскую силу. Я там посрывал этих отверток в свое время. Ужас. Сколько. То есть ломаются на ура. Если так аккуратненько, то в принципе можно. Цены какие-то есть, какие-то нет. Сами знаете, в фикс-прайсе там все разбросано по ценам. Ну, кстати, плоскогубцы тоже я тогда что-то ими делал. Прям бум их напополам сломал. Палочки для клеющего пистолета. Называется стержень. Вот. Ну, цены, говорю, не буду прям показывать. Потому что там пока их найдешь, с ума сойдешь уже. Ну, вот так, вскользь пробегу. Ну, цены чего там? 100, 200, 300 рублей. Вот подходим мы к чаям. Ну, смогу сказать, что я перепробовал вообще, наверное, все чаи, что только есть в этом фикс-прайсе. И ни один нормальный. Только вот этот вот, забыл, как он называется-то. Барнлей, что ли. Вот единственное, по-моему, он только. И то 2 пакета бросишь, вроде нормально. А эти все чаи какие-то прям разбавленные. Вот ромашка, мне нравился этот чай, я его покупал. Вот где он, вот он чай. Луговая ромашка, неплохой. Вечером перед сном я его пил нормально. Но опять же говорю, это нельзя его прям так много пить постоянно. Там раз в недельку, 2 раза в неделю. А остальные чаи здесь представлены, что-то прям, не знаю, мне не зашли, по крайней мере. Так, вот смотрим. Корзины, вот могу порекомендовать эти корзины, они неплохие. Ну, вот, хоть пластик, ну, казалось бы, толстый, но на самом деле, если что-то внутрь уронить или по боку треснуть, она прям лопается. Причем у меня полопалось там 2-3 корзины. То есть это не какой-то брак. Вот. Но я их все равно покупаю, они у меня стоят там в гараже. Дома храню всякие вещи в них. Ну, вот. Так что и за такую цену, то есть в Леруашке они очень много стоят.